Слушайте, я, конечно, не знаю, как это работает, но у меня следующая находка, которая попалась прямо на выбитом месте. Да, вы не представляете, какой подарочек мне сегодня попался прям с утра. Это вообще, вы гляньте, это сказка. Посмотрите-ка, какой ножик. Надеюсь, вы видите. Вот я вам покажу. Смотрите, какая цепочка попалась. You don't run nothing, all talk and your team bluff it. My squad, we all dream crush it. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right, get on sight like. Всем здорово! С вами снова V92 и новый видос из рубрики «Поиск без границ». Мы продолжаем выбивать гору. Пока трава еще не начала расти, это отличная возможность проверить те места, в которых раньше не получилось бы походить. Сегодня мы будем этим заниматься, и я надеюсь, что находки будут. Но если вы видите это видео, значит они есть. Ну а теперь погнали! Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on floor. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chased my peers, and I found my spot. About time that I found myself. I've been out here walking that walk. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crush it. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right, dead on sight like. First off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crush it. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right, dead on sight like. Down and I'ma get it right, dead on sight like. Been down and I'ma get it right, dead on sight like. $61,63. О, монетка рубль. 97-й год. Нормально. Все, что ли? Значит, короче, шел, и первая находка прямо на подъеме. Колечко. К сожалению, не серебро, бижутерия видно, но колечко. Возможно, что-то сегодня еще будет. Поехали дальше. Так, можно сказать, начало положено. Хотел вам монету показать. Смотрите, какого года монета. Это меня очень радует. 65-го, 66-го. 10 песо. Да, неплохое начало, можно сказать. Вот такие вот монетки попадаются. Ну ладно, продолжаем. Слушайте, я, конечно, не знаю, как это работает, но у меня следующая находка, которая попалась прямо на выбитом месте. Вы прикиньте, это же мобила. Вот это, конечно, поворот. Такого я не находил еще в целом состоянии. Раздолбанный находил мобилы, а чтоб так целых, да еще и прям на земле, такого еще не было. Да, прикольно. Непонятно, что за мобила, не вижу марки, но мобила. Берем и продолжаем. Да, вы не представляете, какой подарочек мне сегодня попался прям с утра. Это вообще, вы гляньте, это сказка. Сейчас я помою. Да вы что? Вот это да. Вот это подарочек. Вот это подарок. И весит, я вам скажу. Вот это подарочек. Вау.
Вы посмотрите, какой сегодня неспокойный океан. Да, надо искать. Сейчас я здесь похожу, поброжу. Вот это подарочек. Вот это я понимаю. Да, неплохо. Ха! Так вы посмотрите. 57-й год. Вот это да. Вот это находочка. Вот это. Так вы не представляете, я здесь был. И такое ощущение, беглый сигнал. И я прошел чуть-чуть подальше. Потом, когда возвращался, опять он у меня пробил. Вытащил. Это радует. Ладно, поищем. Не теряем время. $76. Медная проволока — это хороший признак. Ну и вот она, наконец-то, первая советская монета за сегодня. 10 копеек 1990 года. Конечно, ничего особенного, но первый совет. Посмотрим, что будет дальше. Так, смотрите, очередная находочка. Якорь выпадает. Еще в малированной краске. Или что-то я, может, не то сказал. Эмалированный. Ну да, типа такого. Сегодня у нас и кресты, и черепа. И вот вам якорь. Вот такая вот находочка. Ну а мы продолжаем.
Ну вот и очередной современный рубль. На этот раз 2006 года. Такого мне еще сегодня не попадался. Так что заснимаю. Ладно, поехали дальше. Надеюсь, кроме ходячки что-то будет. Я опять сегодня счастлив. Еще солнце не успело встать, как вы видите, где-то там. Но у нас сегодня очень тепло, ветра нет. И меня, представляете, комары заели. Я такого даже не помню. Но самое главное, вы посмотрите, что мы сегодня нашли. Вы посмотрите эту находку. Золотая печаточка. Смотрите, с каким камушком. Правда, не очень тяжелая. Но это же золото. Ну-ка, пойдемте сполоснем ее быстро. Море сегодня неспокойно, меня уже накрыло. Смотрите, насколько оно прибывает. Может, успею еще покопать чуть-чуть. Ну да, ну вот вам и находочка. Перстенек вот такой. Шикардос! Солнышка нет. И чем не красота-то? Ладно, продолжаем. Такое терять не надо. Луна есть, а вот солнца еще нет. Ну рано. Время 5 утра где-то. Скоро солнце встанет. Хотя вот так снимаю, вам такое ощущение, как будто день. Ладно, продолжаем. Могу сказать, классная машинка. Если кто-то когда-то хочет покупать себе, лучше Эквинокса нету. Ладно, продолжаем. Попалось что-то похожее на старую серегу. Вот такая вот узорная вещь с камнем. Не знаю, каких времен, но, судя по дизайну, возможно, поздняя империя. А может, ранние советы. Ладно, в любом случае, находка старая, и это неплохо. Берем. Ну вот, как я вам сказал, сначала я достал с ямки жетончик, потом достал кольцо и достаю монету после этого. Это 1985, если я не ошибаюсь. Она истерта, если честно, очень сильно. Эта монета. Да, не видно. Ну вот, с этой ямки подоставал. Ладно. 86-го вот увидел, высохла она. Почему она не хочет фокусироваться? Не могу понять, если честно. Кого-то здесь, походу, ели. И рядом у нас первая двушка современная за сегодня. 2007 года. Вот такие вот находки тут. Вот так и вот так. Поехали дальше. Хотел вам показать, смотрите, что осталось от серебряного колечка. Вот такой маленький кусочек. Но когда-то, думаю, было красивое. Да, интересно, конечно. Ладно, продолжаем, чтобы время не терять. Очередная монетка у меня совсем не глубоко была. Но, как ни странно, это щитовик. 10 копеек, да еще и 31 года. Который, как вы уже знаете, нечастый. Очень даже неплохо. Находка класс. Берем и поехали дальше. Так, у нас здесь попадается колечко. Смотрите, какое. С шишечками. Сейчас я вам... Вот в этой ямочке как раз нашел. Смотрите, какое колечко. С шишечками. У меня уже такое есть. И еще одно. Ну, неплохо. Продолжаем. Так, ну что, похоже, у меня еще одна находка. Вот она лежит. Судя по всему, это какое-то бижутерное колечко. Но явно старое. Тоже похоже либо на ранние советы, либо на позднюю империю. И, кстати, даже один камень на месте. Вот это очень даже неплохая находка. Круто. Берем, конечно. Классное колечко. Короче, оказывается, я ошибся. Это колечко непростое. Смотрите, что тут есть. У нас тут проба стоит. 875-я. Так что это, скорее всего... Да не скорее всего, а серебро. Ну, серебро советское, потому что имперское серебро клеймилось 84-й пробой. В любом случае, это уже круто, потому что первое серебро за сегодня. Берем. Так, у нас опять интересная находочка. Смотрите, крестик попадается. Вот такой вот крестик. Красивый, неплохой. Это хорошо. Ювелирка прям сверху лежит. Вон там я вам показывал, кольцо нашел. И вот здесь крестик. Ладно, мы дальше. And I'm up through the night,
I can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind. Снова мусор. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life, you'll be dancing on the moon. I'll bet my life, you'll be dancing on the moon. I'll bet my life, you'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Dancing on the moon. Maybe my compass was wrong, and I'm still on my way closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life, you'll be dancing on the moon. I'll bet my life, you'll be dancing on the moon. I'll bet my life, you'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my 53-57 life надо on your посмотреть. stars, you'll be dancing, Смотри, монета. Снова dancing рубль. on the moon. Рубль 98-го. Похоже, пробка. Вот здесь вот. Выкопал. Смотри, не пробка. А что это такое? Какое-то кольцо. Но это что-то технического назначения. Вряд ли это украшение. Но сигнал медный. Либо латунный. Ладно, тоже пойдет как находка. Аккумулятор попался. Не знаю, от какой мобилы. Тут вроде не написано, но... Возможно, от Nokia. Что-то много аккумуляторов в последнее время стало попадаться. Ну да ладно. Забираем и выкинем. Нечего ему валяться здесь. Я, короче, прыгаю от удачи, от счастья. Короче, у меня еще одно колечко золотое выпадает. Вы посмотрите, какое. Я не знаю, кто их носит, но они настолько маленькие. Вот что я то нашел, что это? Ну, это золото. А это главное. Это очень хорошая находочка. Красота. Маленькая, правда. Посмотрите, с мой накаточек, даже если не меньше. Хорошая находочка. В коллекцию. Шикарно. Шикарно.
Солнышко уже встало, как сами видите. Кто-то у меня спрашивал, где у нас луна. Луна, я не знаю, если ее сейчас видно будет. Вот она. И как раз освещается та сторона, откуда светит солнце. Ладно, продолжаем. Я просто в хорошем настроении. Как бы я и был, в принципе, в хорошем настроении. Ладно, поехали. Да, только было солнце, и смотрите, что происходит. Какие-то тучи. И у меня выпала такая находка, которую я даже и не ждал. Сейчас я вам покажу ее. Вот она. Александровская двушечка. Вот это да! Какой год? 1814. И почти на поверхности. Раньше таких находок здесь было много, а теперь уже найти такое — это удача. Сегодня удача мне улыбнулась, есть и серебро, и империя, но коп еще не заканчивается, так что поехали дальше и посмотрим, что еще попадется. Так, у нас сегодня крестовой день, еще один попадается крестик. Мыть, конечно, его надо, медный, вот такой вот крестик. Перекопал я здесь, смотрите, уже и вода рядом. Так что вот такая вот находочка сегодня, еще одна. А мы продолжаем. Вот там попалась империя, а вот чуть ниже попалась еще одна монетка, но уже более привычная для наших мест. Советик, 20 копеек 61 года. Вот такое здесь у нас соседство. Ничего удивительного, в принципе. Берем. Смотрите, подвесочку нашел. Прям глазами. Лежала прям сверху вот здесь. Такая вот подвесочка. Бока. Местная команда. Вот такая вот штучка. А мы продолжаем. Очередная монетка. 2 копейки 70-го года. Поздние советы, латунь, ничего интересного. Ладно, давайте продолжать. Возможно, еще что-то найдется. Попалась интересная ладанка, хочу вам ее показать. С Девой Марией. Ушко жалко сломано. Вот такая Дева Мария. Да, здесь ничего не видно. Вот такие вот находочки у нас идет одна за одной. Ювелирочка. Ладно, продолжаем. И снова очередная интересная монетка. Ранние советики. 10 копеек 54 года. К сожалению, она немного погнутая, так что ничего интересного из себя уже не представляет. В любом случае, это ранние советы, и это круто, так что берем. Я, короче, прыгаю от счастья. Смотрите, что попалось. Все-таки могу сказать, дело комрада — это дело интересное. Когда адреналин гуляет. Надеюсь, вы видите. Вот я вам покажу. Смотрите, какая цепочка попалась. Сейчас, подождите. И вы мне скажите, что это еще не золото. Вот такая вот цепочка. Вот это да. И все, крестика нету. Пойдемте помоем. Вот это да. Вот это да. Вот такая вам цепочка. Ха-ха-ха! Я вообще... Это меня радует. Вот так. Неплохо. Неплохо. Да, я очень рад. Поменял я себе машинку. И смотрите. Эквинокс. Шикардос. Шикардос. Ладно. А, я вам не показывал. Смотрите, какую штучку нашел. Мне кажется, это тоже золото. Но не стал показывать. Вот такую штучку еще нашел. И мне кажется, это от сережки закрутка. Вот такие вот дела сегодня. На удивление попалась еще одна имперская монета. Посмотрите. К сожалению, с ней что-то сделали. Возможно, она побывала под трамваем. Но это точно империя. Это когда-то были 3 копейки. 3 копейки образца до 1917 года. Жаль, что убитая, но империя. Берем, конечно, и продолжаем. Так, был прям поверхностный сигнал. Смотрите, всего лишь какая маленькая ямочка. И колечко выпадает. Серебряное. Да, серебро.
обручалочка серебряная. Вот такое вот колечко. Прям сверху, как я вам уже сказал. Пойдет в коллекцию. Ну дальше. А вот и первая копейка за сегодня. 71 год. Поздняя. Но тем не менее это монета. Причем в сохране. Берем. Так, у нас здесь попадается колечко. Смотрите какое. Да, из старых могу я вам сказать. Очень из старых. Но, как я всегда говорю, в коллекцию пойдет. А мы продолжаем. Монетку только достал оттуда. Проверяю, и опять сигнал. И вот смотрите кольцо. Ладно, побегаем здесь сейчас. Так, очередная старая находочка. Как видите, это пуговица. Правда, она снова лысая. И надписей даже никаких нет. Но явно старая. Очень старая. Прикольная находка. Конечно же, берем и поехали дальше. Смотрите, еще один крест попадается. Этот-то здоровый уже. Вот такой вот крест. Хорошо. Ладно, продолжаем. Ну что, дело к вечеру, а у меня очередная интересная и очень классная находочка. Посмотрите-ка, какой ножик. А ножик-то имперский, потому что вот сюда посмотрите-ка. Он, судя по всему, посеребренный. И здесь стоит имперский орел. Вот это, конечно, класс. Еще и целый. Очень круто. Такого я еще не находил вообще. Очень крутой ножик. Естественно, берем и поехали дальше. Ножик реально крутой. Так, очередной сигнал был. Серебруха попалась. Тоже неплохо. Подвесочка. Не то буква М, не то какой-нибудь знак. Символ. Короче, серебруха. Такая вот подвесочка. И мы все тут же, возле прям океана. Хорошо, продолжаем дальше. Так, у меня снова хороший сигнал. 95-96. Вот здесь. Сейчас будем смотреть, что это. В руке. В руке. Да. Монета. Давайте посмотрим. Ха-ха-ха. 5 рублей современные. 98 год. Ну, сигнал как у империи. Что поделать? Ладно, в любом случае, это первые 5 рублей за сегодня. Тоже пойдет. Берем. У нас попадается очередное колечко, смотрите. Если я не ошибаюсь, то это серебряное колечко. Но, как уже видите, свое отжило. Вот такое вот колечко. Хорошо. А мы дальше. Тут одни сигналы. Если вы посмотрите, сколько я перекопал, то это с ума можно сойти. Но сегодня оно того стоит. Подмыло очень хорошо пляж. Ладно, продолжаем. Ну что, уже темнеет, но у меня еще одна медная монетка. Причем на том месте, где я уже ходил. 1 копейка. 1 копейка. 1868, что ли? Ничего себе. Вот это неплохо. Вот это, конечно, неплохо. Однозначно надо здесь еще раз выбивать. Я когда-то здесь ходил уже со старым прибором. Видео я вам оставлю в подсказках. Но, как видите, старый прибор все-таки брал не все. Забираем. Ну а вот и пришло время нашего обзора. Сегодня мне попалось много интересных находок, некоторые из них я нахожу вообще в первый раз. И давайте их посмотрим. Самая необычная находка, конечно, это вот такой вот телефон. Он целый, первый раз я нахожу мобилу целую, разбитый находил, а целый еще нет. Внутри он был пустой, ничего интересного, только аккумулятор, так что скорее всего его выкинули специально, но тем не менее это находка интересная, которые мне раньше никогда не попадались. Еще одна интересная находочка, вот такой имперский ножичек. Я уже посмотрел, что это такое. Судя по клейму, это производство Варшавы, Российская империя, конец 19-го, начало 20 века. Посеребренный ножик, к сожалению не серебряный. Ручка из латуни, а сам ножик железный, поэтому подгнил.
Но тем не менее, я нахожу в первый раз имперские ножики, которые я точно могу определить именно по клейму. И это реально крутая находка. Дальше из интересных находочек попалась вот такая вот пуговка. Я ее даже не чистил, потому что патина мне очень нравится. Она видно, что древняя, судя по ушку, но, к сожалению, оно отломано. Еще одна имперская пуговица, полностью уничтоженная, сгнила, но видно, что была посеребренная, потому что остатки посеребрения сохранились, но и тоже без рисунка. Вот это самая первая находка, бижутерия колечко, не серебро, поэтому ничего интересного. А вот это колечко уже серебряное, причем, судя по клейму, это старое серебро до 58 года. Ориентировочно середина 50-х. Один камушек вылетел, остался второй, но серебро 875 пробы. Очень круто. Еще из украшений попалась вот такая штучка, не знаю, что это было, то ли серьга, то ли не серьга, но здесь вот такое очень тонкое плетение, смотрится очень круто, и здесь такой камушек. Не знаю, что за времена, возможно советская, возможно имперская. Так, теперь к монетам. Из интересных попалось 3 империи, одна из них какая-то сплющенная, возможно ее под трамвай ложили. Год абсолютно не виден, но вот здесь просвечивается цифра 6, так что скорее всего это 3 копейки 1906 года. Больше ничего сказать не могу. Еще из интересных монет попалась вот такая вот имперочка, 2 копейки Александра I, в идеальном почти сохране, вот здесь чуть-чуть подзатерта надпись, но остальной сохран просто радует. 1814 год, монетный двор ЕМ, НМ, орел в сохране, чуть-чуть подзатертый всадник, но это в принципе не так важно. Также попалась под вечер еще копеечка, 1869 год, тоже ЕМовский монетный двор, и сохран у нее очень радует, потому что она абсолютно не затерта. Монеты этих годов обычно бывают в худшем состоянии, так что это круто. Также из более-менее интересных монет попались 10 копеек 31 года, ранние советы. Сохран вполне себе на уровне. И 10 копеек 54 года, но эти уже убитые, но зато тоже ранние советы. Все остальное современные российские монеты и поздние советские, абсолютно ничего интересного. Также попались разные пули, одна гильза с датой 46 года, как видите, и медное кольцо неизвестного назначения, но вряд ли украшение, хотя как знать. Ну и по традиции посмотрим весь цветмет, который я нашел. Снова огромная куча цветмета, очень много банок, люди-свиньи, но в любом случае почистили гору. И будем продолжать это делать. Куча пробок, конечно, тут вообще без комментариев. Бухают как не в себя, и раньше бухали, потому что в основном пробки-то советские. Ну и что меня порадовало, довольно много вот такой медной проволоки попадалось в том месте. А это очень хорошо. По мусору там было не очень много, но с другой стороны я и брал-то не все. Хотя справедливости ради, в этот раз мусора на самом деле не очень-то и много по сравнению с цветметом. Вот так вот все и вышло. Даже по моим меркам очень даже неплохо, хотя Андрюха на пляже в далекой Аргентине все равно всех сделал, как обычно. Просто по его находкам можно понять, сколько классных и ценных находок можно найти в Аргентине по сравнению с нашими местами. Тут, как говорится, без комментариев. С другой стороны, и у меня неплохо получилось. Попались интересные артефакты и довольно-таки старые, что бывает у меня нечасто на самом деле. Ну и без драгоценных металлов тоже не обошлось, причем даже не очень новых по возрасту. Если вы смотрите это видео на моем основном канале, то не забудьте подписаться на мой второй канал, на котором я выкладываю только поиск с металлоискателем. Видео там выходит намного чаще и всегда есть что посмотреть. Так что советую это сделать. Ну а с вами был V92 и новый выпуск кладоискательской рубрики «Поиск без границ». Причем уже второй в коллаборации с Андрюхой из Аргентины. Всем удачи и пока!
myself, yeah, I don't need you none of it. Hey. I gotta build my future, I gotta isolate.